галантный век. Век плаща и шпаги. Кто из нас не увлекался мушкетерскими романами, где храбрые и благородные герои всегда оказывались победителями в дворцовых интригах кардиналов и королей, где смелости и отваги было столько же, сколько юмора и веселья. Дрожать и спину гнуть. Избрать пусть низменный, зато удобный путь. От избранных особ глотать с покорностью тьмы самых глупых бредней, простаивать часы в какой-нибудь передней и подставлять щелчкам безрадостно свой лоб. О нет. Благодарю. Ну что, уловил? Порыв надо схватить. И все. Еще бы раз надо, Федь. Фалинов ты, дилетант. Где все кинжалы? Но, Федь... Все кинжалы в ведре у Печкина. Ладно, иди его поснимай. Балбеса. Ладно, кончай жрать. Пошли фотографироваться для прессы. Какой пресс? Для школьной газеты. Ну чего у тебя все манжеты в масле? Между прочим, в то время даже короли руки о штаны вытирали. Ладно, смахни крошки, сделай торжественное лицо. Ну что Какое? за Ну хоть какое-нибудь. Нельзя же не без верти лица. же ты, дай хоть я тебе пришью. Ну и Уколю же, ну. Там Ага. какой-то дяденька с Гурано приехал, Эльвира Павловна вокруг него кругами ходит. А что у нас с музыкой? Магнитофон Горошкин. принесли. Вот Вознесенский. Ты просила. Отец достал. Большое спасибо. Да брось ты. Твоему отцу. Здравствуйте, мальчики. Ой, Эльвира Павловна, я вас жду. девочки. Ну, Как? пока все очень хорошо, все прекрасно. Сергей Константинович в полном восторге. Правда? Да. Ну Федь, что ж, он заболел. Ну, у него ангина, 39, температура. Кто? Петька Копейкин.
Точно? Точно. Верка Назарова его бабку видела. Господи, может, на этот раз все обойдется. Ну. Спасибо, Эльвира Павловна. Ну. Большое спасибо, меня так Ну, ни пуха, ни успокоили. пера, ни пуха, ни Умница, пера. беги, будь здоров. Детка, а ты, собственно, в фойе уже снимаешь родителей. Да, учителей, кстати сказать. И особенно Марьи Ивановны, которой ты намекнешь, чтобы нас завтра не спрашивали. Ну, делаем престиж школы собственными руками. Да, еще будет дяденька из Грана. Сергей Константинович, да, вот его все тоже понял. нужно. Ну, как дела, ребятки? Как Здрасте, дела? Вера Павловна. Вера Павловна. Да, здрасте. Все в порядке, Да, Вера Павловна. спасибо. Ну и что? Модная профессия. Может быть, я даже в ателье устроюсь. Прятки, это как раз для твоих записных Ласточкин книжек. за саморекламу вам продаст родную Это маму. не газета, это балаган какой-то. Это все копейкинские штучки. Ну почему же балаган? Я думал, ты хоть стихи оценишь, а ты вообще чурбан. А ты, Горошкина, слишком много себе позволяешь. А слишком это сколько? Да наши в первом же матче у чехов выиграли бы, если б не дурацкое удаление Макарова. И вообще, они своей тактикой разрушительной. Москвин, ты когда мне сочинение сдашь? Ой, забыл. Ну? Завтра. Вот вам крест святой. Великолепная картина. Я просто в полном восторге. Вы знаете, я такой даже... Смотри, вон этот новенький. Вера, обязательно подпишите у Клавдии Петровны квитанции за прокат, одну минуточку, за прокат вееров и ботфортов. И ни в коем случае не сдавайте в прачечную мантилью. Я ее сама постираю, да. Джульетта, а что там, дегишобе, перчатки на левую руку. Джульетта, дали. прекрасно. Вы не забыли мне гриль? Ничего, Джульетта, что не там, забыла. Магенка все инвентарные номера на шпагах закрасила. Прекрасно, ребята. Keep smiling, keep smiling. И, кстати, вы знаете начало этого афоризма? Воображение дано человеку как компенсация за то, что он не такой, каким хотел бы быть, а чувство юмора, чтобы примирить его с тем, что он есть. И поэтому keep smiling. Ну, конечно, он здесь. Ну, сколько может влезть в эту прорву? А что? Да что, тебя ждут все, без тебя не начинают. Какой? Имеет право человек выпить глоток воды. Пошли. Федя, так чем тебе так близок все равно? Я не могу заметку закончить. Старик, ради бога, придумай что-нибудь У сам. тебя же Мне уже лучше пора получится, выходить. ты хорошо формулируешь. Ну ладно, так просто, старый. Честность, пиши. Смелостью, благородством, романтическим мироощущением. Ну заканчивай, беги. Да, своей гражданской позиции, это О. обязательно. Дрожать и спину гнуть, избрать пусть низменный, зато удобный путь. От избранных особ глотать с покорностью тьмы самых глупых бредней, простаивать часы в какой-нибудь передней и подставлять щелчкам безрадостно свой лоб. О нет, благодарю. Пусть буду беден я, пускай я буду нищим, довольствуюсь своим убогим я жилищем. Сергей Константинович, ну согласитесь, что это намного лучше, чем в 507 школе. Я живу, дышу, творю, люблю. Не думать никогда о деньгах, о карьере, а повинуясь дорогой химере лететь хоть на Луну, все исполнять мечты, дышать всем воздухом, гордиться всей свободой, жить жизнью одной с волшебницей природы и возделывать свой сад, любить свои цветы. Благодаря судьбе, благодаря уму всего, ты слышишь ли, добиться одному. Смотри, от Копейкина. Это все тебе. Добиться одному, да, это все прекрасно, но только против всех бороться все же напрасно. На руки! Считаю до 3! Раз! Зачем себе врагов повсюду наживать? Какая странная мания. Что же, всех, как вы, друзьями называть? И профанируя все чувства дорогие, считать десятками излюбленных друзей? Нет, эти нежности не по душе моей. 2! Слышь, Копейкин. Копейки. 3! Ты выиграл пари! Браво, Пайк! Все, что произошло, закономерно. Я, например, ничуть не удивлена.
Отъявленный хулиган, поверьте, Сергей Константинович, вся школа от него плачет. И сколько бы ни разбирали его на родительском комитете, никто не мог найти на него правду. Вы его увидите, вы все поймете. Каждый день какие-нибудь выходки, драки. Знаете, другие в хоккей, в футбол, а он карате. Скажите, пожалуйста, откуда у нас могла появиться эта карате? Из Японии. Да? Ну вот. Сначала карате, потом харакири. А стишки его издевательские. Вы знаете, я, между прочим, обратила внимание, что он читает такую толстую красную книжку. Ну, это Гаргантюа. Пантагрюэль. Да. И я спрашиваю, про что там? Он ткнул пальцем, а там на каких-то дверях написано... На вратах Телемской обители. Да, написано. Делай всяк, что хочет. Нормально, да? Ребят, ну вы что? Я же выиграл пари у самого Копейкина. Звали Копейкин я. Ну, хватит. Садись. Внимание, внимание! Наш вечер продолжается. Сейчас на втором этаже начнутся танцы. Приглашаются все желающие. Что? Не так представляли себе Копейкина? Думали, угрюмый, громила такой. Ну, не подфартил мне, не акселерат я. Скажите честно, думали? Думал. Еще думал, как же ты своим товарищам такое дело сорвал? Как это называется? Хулиганство? А это как называется, когда Ласточкин Сирано играет? Это показушник и выскочка. О, ну, все ясно. Только все равно, кстати, придумал бы что-нибудь поталантливее, у него фантазии бы хватило. И уж во всяком случае открыто, 1 на 1, а не из-за угла. Так что это хулиганство. Что ж с тобой делать? Не знаю. Из школы вы меня выгнать не можете, закон о всеобщем. В другую школу тоже не переведете. Кому я такой нужен? Где теперь нужна морок? Кто меня возьмет-то? Так что придется помучиться. Да, ты еще к тому и наглец. Какой есть. Говорят, стихи пишешь? Пишу. Хорошие, говорит. Хорошие, а зачем плохие-то писать? Плохие поэты считают тоже, что они хорошие стихи пишут. Так что с тобой делать? Готов нести наказание. Но за такое мелкое хулиганство и взрослых-то на 3 рубля штрафуют. Да и то вы бы меня не оштрафовали. Почему? А у вас с чувством юмора все в порядке. Ну, считай, что это была твоя последняя шутка. Мне надоело. Не понял. Ну что ж, мы должны с тобой, как говорится, решить раз и навсегда в честном споре. В общем, я с тобой буду драться. Сам. Если я тебя правильно понял, ты меня вызываешь на поединок. Правильно понял. Тогда по всем правилам дуэли. Ты вызываешь, а я выбираю оружие. Выбирай. Только ты учти, что я твоими самбо и карате не владею, если ты честный человек. А я надеюсь, что ты честный человек. Так что, если я честный человек, мы с тобой на пинг-понговых шариках будем драться, да? Знаешь, Ласточкин, я как-то не люблю, когда слишком много говорят о честности. Все? Значит, будем драться. А я с тобой драться и не собираюсь. Если я выбираю оружие, то считай, что я его уже выбрал. Я буду драться с тобой всю жизнь. Слышишь? С такими вот, как ты, подонками и трусами. Запомни это. Желди! Топорышки! Ну сколько можно обедать? Весь проход дарой завалит! Сколько возможно? Ну, даст он нам спокойно пообедать. Опять! Нет, просто невозможно.
Привет. Привет. Она ушла. Кто? Горошкина. Слушай, а что это у тебя? Рука вся в крови, а? Так везде же стекла битые, а я с забора прыгал. Тренировался. Ну, бабка тебе даст, понял? Как ты думаешь, вон с той крыши я смогу прыгнуть? Ну, с крыши ты подожди. Не, ну я знаю, что надо подождать, но когда я вырасту такой большой, как ты, я смогу? Ты маленький чайник в заварке положи. Положи. Петь, что такое рифма? Рифма – это когда концы слов в строчках совпадают. Угу. Вот, например, рычал. Мычал. Вот правильно. Хочешь проверить? Ага. Вот смотри. Братишки ловкие. Угу. Сказок полный рот. Угу. В сказках этих стран все наоборот. Ночью светит солнце, днем луна сияет, черепаха прутиком лошадь погоняет. Пес мяукал, кот рычал, заяц хрюкал и ворчал. Слон забрался к мышке в норку, вместе с мышкой грызли корку. Если эту чепуху протереть на терке, у Филиппа Дурак в дневнике меньшой, вырастут тот пятерки. был Понял левшой. теперь? Расти большой, не будь Вот так. лапшой. Ментовские. Топорышки, давай! Ну что надо-то? Иван Топорышкин пошел на охоту. С ним пудель пошел, перепрыгнув забор. Иван, как бревно, перепрыгнул в болото. А пудель в припрыжку попал под топор. Иван Топорышкин пошел на охоту. С ним пудель пошел, перепрыгнул в забор. Иван, как бревно, перепрыгнул в болото, а пудель в припрыжку попал под топор. Иван Топорышкин пошел на охоту, с ним пудель пошел, перепрыгнул в забор. Иван, как бревно, перепрыгнул в болото, а пудель в реке утонул, как топор. Со мной, ребят, давайте быстрее, Топорышки, не достанешь уже. Быстро, давай! А, здорово. Привет. Привет. Ну чё, вон, красная шапка в шарфике. Видишь? Ясненько. Лучший копейкинский дружок. Отделайте его как следует и навесьте ему на мозги, что получает за все их дела. Понял? Авансик. Сейчас. Вот жвачка. Сигареты. Привет. Ага. Не, ребят, образок у него ничего, в порядке. Американский. Говорят, он с севера, из Инты приехал. Ко всем девчонкам на «вы» обращается. Балдеж. Провинциально, но трогательно.
Тебе не кажется, что он похож на кого-то из киноартистов? Чувствуется в нем что-то рыцарское, благородное. Ты посмотри, как он двигается. Посмотри, как он выделяет среди наших. Спортивный мальчик, вот и все. И, возможно, даже глупый, но просто наверняка глупый. Ну почему? Ты же его совсем не знаешь. Может, он даже ничего. А твои капитаны Грея вообще бывают только в книжках. Да, Грей бывает только в книжках, а в жизни одни баскетболисты. Я веду себя как Шахерезада. Останавливаюсь на самом интересном месте. И требую, чтобы в следующий раз они продолжили и закончили. Ну, вы как хотите. Ну, в общем, не волнуйтесь. Да что вы, Джульетта, я не волнуюсь вовсе. Правда? А вы знаете, если бы я сейчас шла на первый урок, я бы, наверное, просто умерла от страху. Они вообще чудные. Здрасте. 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 Чудные ребята, но, честно говоря, иногда я их боюсь. Прошу. Ничего, как-нибудь сладим. Ушите мне современные детки. Я слишком хорошо знаю цену всей этой глобальной информации, самостоятельного мышления. Эту наглость, которую вы называете раскрепощенностью. С ним ведь как нужно? Ошеломить их с первой секунды. Не выпускать до последней. Канадцы называют это форчекингом. Слышали? Нет. Я понимаю, вам трудно. Они ведь на вас как на прошлый век смотрят со всей их детской беспощадностью. Но и наглеют. А со мной этот номер у них не пройдет. Какая вы. Здрасте. Здравствуйте. Садитесь. Горошкина. А я не готова. Позвольте полюбопытствовать, почему? Каникулы на то и каникулы, чтобы допёк до голове. Извините, но нас после каникул никогда не спрашивают, поэтому мы не учим. Я не учила. И я не учила. И я не учила. Я тоже не учила. И я тоже. И я не учила. И я не учила. Я тоже не готова, Вера Николаевна. И я не готова. Меня зовут Лидия Николаевна. И вообще, раз никто не готов, нам сегодня не о чем разговаривать. И с сегодняшнего дня я имею честь предложить всем такой эксперимент. Если в классе кто-либо не будет знать урок, то двойку получает не только он, а весь класс. Посмотрим, кто из вас решится подвести товарища. Нет, да, это проект по всему. А если кто-нибудь пятерку получит? И хочу вас предупредить. Литературу нужно не учить, а знать. Вот так-то, уважаемые собрания. А затем разрешите откланяться. Позвольте мне. Лидия Николаевна, вы совершенно правы. И я имею честь сказать, что... Ты имеешь честь знать урок? Лидия Николаевна, это оскорбительный вопрос, само собой. Иди, отвечай. Тема. Ты еще спрашиваешь? Уточняю. Вы должны были разобраться в художественных особенностях лирики Лермонтова. Мы должны были разобраться в художественных особенностях лирики Лермонтова. В особенностях творческой индивидуальности большого поэта. Вот вы совершенно справедливо заметили, что литературу надо знать, а не учить. Вот прошу всех обратить внимание на то, что происходит. Мы все время говорим: художественные особенности, художественные особенности. А что это такое? А действительно, что же это такое? Не знаю, что такое. Мне бы хотелось, чтобы, уважаемое собрание, все мы разобрались бы, наконец, что же такое стиль писателя, и попытались представить бы себе это на простых и конкретных примерах. Если вы, конечно, разрешите. Только ближе к теме. Я просто непосредственно по теме. Ну вот, и пользуясь вашим разрешением, я возьму пример, понятный и знакомый всем. Я имею в виду известную сказку о курочке Рябе. Там ведь как сказано в этом всемирно известном произведении. Жили-были дед да баба. Ой, как интересно. И была у них курочка Ряба. И снесла эта курочка яичко не простое, а золотое. И так далее. Я надеюсь, все помнят. Все помнят. А вот как бы это прозвучало, например, в изложении, Гомера. Прикол. Муза, скажи мне о той многоопытной куре, носящей имя славнейшая Ряба, которая как-то в мучениях ночью в курятнике сидя
снесла золотое. Следующие 16 песен я пропускаю. Там курица кудахчет над своим яйцом. И перехожу сразу к 28-й. И что же было дальше? Встал из мрака с перстами пурпурными Эос. Ложе покинул старик и покинула ложе старуха. Вышли из дома, к курятнику путь направляя свой близкий. Мышка велением судеб пробегала вблизи в это время. Волей Всевышних богов зацепила хвостом за яичко на пол упавшее яйцо на мельчайшие части разбилось. Плачь же, старуха несчастная, слезы старик лей обильно. А вот как бы это прозвучало в изложении поэта Бальмонт. Бальмонта, если кто его уважает. А кто такой Бальмонт? Да это из Бунина. О воздуше безбрежности, златоглавой яичности, золотые аккорды скорлуп. Ты лежишь, безглагольное порождение птичности, и зефир обдувает твой труп. Яичность волшебная, порождение курицы, чей могучий рябокрылый полет. Старец вещи и старица от сверкания жмурится, но мышонок яйцо разобьет. Яичность волшебная, там незримо лежащая, отражаясь в безмерности вод, подтверждает таинственность того звездно-блестящего, что придет, непременно придет. А вот наш любимый поэт Владимир Маяковский. Можно? Схватил яйцо и об стену, и давай долбить его в 2 смены, долбить неделю. Нету толку, положил яйцо на полку. Но тут, узнав об яйце понаслышке, с портфелем под мышкой, бежала мышка. Бежала, бежала и выкинула портфель, махнула хвостом. Яйцо к черту! Все свободны. А я только хотел перейти к Лермонтову. Ты это сможешь делать на следующем уроке. Семен Ильич заболел, так что мы продолжим литературу. Пётр. Слушай, хоть на 5 сантиметров повыше выйдет? Да хватит с тебя. Ну что? Будет ферма. Скажи. Дураку полработы не показывает. Слушай, черт не с фермой, главное, чтобы побыстрее было. Успеешь, у тебя еще полчаса. Иди лучше чем-нибудь синяк замажь. Синяк? Да, действительно. У бабки на кухне где-то крахмал был. Да, я так и не понял. За что Белкина бить-то хотели? Ну как за что? За торт, за спектакль. Со мной-то Ласточкин вязаться не захотел, а его, видите ли, можно. Ух ты! Я скоро выкину эти идиотские рубашки. Мальчик купил на вырост. Говорит, что скоро сядут, когда постираешь. Я их уж раз 10 стирал. Ни черта не садятся. Готово, надевай. Вот черт, гвоздь огромный. Так ватку подложи. Платок есть, мой весь в крови. Не глаженный.
Боже мой, что с тобой, Петька? Что у тебя с ногой? Били тебя? Да ерунда, бил с лету, промазал. Боже мой, под глазом. Да ерунда, все нормально. Их было 10 человек, да? Да каких 10 уже напридумывали? Всего 3. Ну чё? С тобой-то что? Ну, понимаешь, может, потом, а? А все-таки? Ну, видишь ли, я давно тебе хотела сказать, ну, ведь ты... Ну, мы с тобой всегда смеемся, а тут... Помнишь, мы с тобой в 1 классе клятву давали? Глупо, конечно, но я помню. И я помню. А как мы вместе в лагерь ездили, помнишь? Помню. Как ты подрался из-за меня. А как ты за одну ночь плавать научился, помнишь? Помню. А у тебя было платье такое в горошек. И меня поразило, что и фамилия у тебя такая. Горошкина. А мы тебя тогда все Морковкины дразнили. А когда я скарлатиной болела, ты мне мороженое носил. Тогда еще написал свои первые стихи. Когда я вырасту и стану великаном, я всем разбитые коленки излечу. И всех ребят из нашего подъезда я через крышу прыгать научу. Ты это помнишь? Вот ты и вырос. Не очень, правда. Но какое это имеет значение? Ты мне что-то хотела сказать, да? Да, Петь. Понимаешь, мне очень нравится один человек. Ну? А я не знаю, как он ко мне относится. А ты спроси. Да я с ним не разговаривала и видела только издали. Кого? Ну, этот новенький с 9 А. Ты его не знаешь? Нет. Ну, что, и не заметил? Нет. Какой он из себя? Такой высокий, красивый. Я думала, он избалованный, а он на девчонку вообще не глядит. А может, он дурак? Да нет, не может быть. Почему? Бывают же люди дураки. Да, тогда я самая несчастная. И дура, понимаешь? Ну что мне делать, Петь? Не знаю. Петь, я хотела тебя попросить. Ты передай ему вот эту записку. Если тебе, конечно, не трудно. Зовут-то его как? Коля Кристаллов. И еще, я хотела тебе сказать. Это смешно, да? А что, разве заметно? А что ты такой кислый? Нога болит? Погода. Тем не менее, разрез впереди смотрится лучше, нежели сбоку. Танечка, нет, не говори. Нет, сбоку будет лучше. Посмотри. К тому же зачем таки придумать? Поэт, невольник чести. Ребят, ну можем мы хоть раз в жизни вместо этого факультатива в кино сходить? В конце концов, это же не обязательное занятие. Ой, правда, есть же охота. Ты меня извини, в прошлом году старина Эспозита еле волочил ноги. Жалко было смотреть. Вот. Новенький с 9 А. Слышишь, я Прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января. Слушай, слетай в учительскую, узнай. Если Джульетта не пришла, махнет в кино. О, ес! Да черт с ним с кино! Погода-то блеск! Сейчас бы мячик погонять! О, привет! Здорово, здорово. Слушай, ты его видел? Говорят, он заболел. Черт. Ну как он хоть выглядит-то? Здоровый такой, баскетбольного роста. Слушай, Смайлинг не пришла. Не пришла? Вот это самый беспокойный класс, Николай Иванович. Уверяю вас, Копейкиных скоро всех превратит в преступников. Друзья мои, ради бога, извините меня.
Николай Иванович, какой у вас прекрасный галстук. Извините, что так получилось, я все рассчитала, честное слово. Я купила 3 килограмма апельсин и должна была отвезти мою племянницу Галочку в детский сад. И мы пошли через зоопарк. Я все рассчитала, честное слово. Так получилось, вы давно были в зоопарке? Ой, какая-то прелесть, площадка молодняка. Все эти зверушки, ослики, там, медвежата. В общем... Галка моя стала кормить зверушек. И тут еще подошел детский сад и разобрали все мои апельсины. Все роли исполнял народный артист Петр Копейкин. Смайлинг нет, пошли все в кино! Друзья мои, ради бога, извините меня. Со мной приключилась такая история. Садитесь. Я забыла дома очки. И вообще с троллейбусами творится что-то ужасное. Подошел не тот троллейбус, я в него села, уехала совершенно в другую сторону, вылезла, не пойму где. Ну, в общем, хорошо все, что хорошо кончается. All's well that ends well. Чем вы меня сегодня порадуете, Виноградова, прошу? Нам сдавали учить отрывок из Ромео и Джульетты. Мальчики за Джульетту, девочки за Ромео. Мальчики за Ромео, девочки за Джульетту. Виноградова Джульетта, Тарасов Ромео, прошу. Roman, Roman, wherefore art thou Roman? Deny the father, Копейкин, придумай что-нибудь. Петька, ну давай. Be but for my love, and I'll no longer be Capulet. Джульетта Ашотовна, это же невозможно слушать, это же похороны Макрицы. Тут же нужна любовь, любовь. Давайте как в театре, но так же лучше усваивается. Слышал, Ленинградский драматический приезжает с Юрском. Что ты говоришь, она все фильмы с ним смотрела. Да что это твой Юрский? Ей билеты на бразильский джаз достала, она и то не пошла. Тот джаз. А здесь такая будет программа. Вот увидишь, что будет твориться. Увидишь. Джульетта Ашотовна, залезайте сюда, тут абсолютно надежно и все нормально. Залезайте, а мы вас подстрахуем. Как, ты хочешь, чтобы я туда залезла? Конечно. Ведь вы играли на сцене. Неужели вы думаете, что кто-нибудь из этих устриц сможет сыграть Шекспира так, как вы? Поймите, Джульетта Ашотовна, ну никто из нас не видел этой бессмертной трагедии. Наши дети до 16 лет не допускают. Да вы что, ребята? Джульетта должна быть такой, чтобы при ее появлении все зрители превращались в Ромео, а я... И вы такая. Да ну что вы, я для Джульетты бабушка. Нет, вы только вы, Джульетта. Джульетта Ашотовна, пожалуйста. Мы вас просим. Ну давайте попробуем. Кто знает текст Ромео? Я. Ребят, помогите быстрее. Отойди, туда. Все, раз и все. Спорим, Горошкина не пойдет? Да на что угодно. Эти билеты при нас жуешь? Да пожалуйста. Oh, speak again, bright angle, for thou art as glorious to this night, being o'er my head, as the winged messenger of heaven, into the white of dawn wandering eyes of mortals that fall back to gaze on him that he bestrikes the lazy pacing clouds and sails upon the bosom at the air. Oh, Romeo, Romeo, wherefore art thou, Romeo? Deny thy father and refuse thy name, or if thou wilt not be but sworn my love, and I'll no longer be a Capulet. Oh, shall I hear more, or shall I speak at this? 'Tis but thy name that is my enemy. Thou art thyself, though not a Montague. What's Montague? That is no hand, no foot, no arm, no face, nor any other part belonging to a man, or be some other name
What's in a name that which we call a rose by any other name would smell as sweet? So Romeo would, were he not Romeo called, retain the dear perfection which he owes without the title. Romeo, do thy name, and for that name which is no part of thee, take all myself. Все Ромео сбежали. Все. Ты тоже свободен. Забавно было бы отсюда шарахнуться. Ладно, давай руку, пока не ушел. Ух. Да, как же я теперь пойду, интересно? Надо было в пятницу отнести в починку. Времени все нет. Муж, можешь что-нибудь сделать, Петя? Давайте я посмотрю. Джульетта Ашотовна, простите, пожалуйста, я опоздала из-за такой. А что, разве английского нет? Весна? На кой черт вам сейчас английский язык? Нет, по случаю весны английский язык отменяется. Вот, пожалуйста. О, спасибо. А там над травой, над речными узлами весна развернула зеленое знамя. Но я человек, я не зверь, не птица. Мне тоже хотится под ручку пройтись. Все в порядке. Гуляйте, дети мои, гуляйте. Keep smiling. Петь, ты записку передал? Я урок сорвал. Ладно, брось опять в этом. Я Джульетту обидел. Понимаешь, Джульетту! Когда полет парящий в небе птицы одной нашей волей будет прерван, мы в первый миг о том не пожалеем, и лишь потом, как наждаком по нерву, раскаяние должно явиться.
Ты ведь в команде разыгрывающий, точно? Да. О, что я тебе говорил? Ну, а Копейкин-то? А что Копейкин? Врет твой Копейкин. Перед Горошкиной хорохорится. Купили тебя. Представляешь, тебя в центровые зачислили. Говорят, провинция, мол, такая уж тут техника. Да-да, прыжка никакого, об скрытом пасе вообще понятия не имею. А в баскетбол тебя взяли только за рост. А так было маленький. Чухонит. Чухонит. А мастер ваш сам кого играет? Не, он в баскет не играет. Ну, спортсмен он супер, ничего не скажешь. А кто он? А он? Ага. Ящики перебрасывает. Реакция отличная, действительно. Это этот недомерок. Ой, я тебя Рост умоляю. наше слабое место. Не прощай эту тему. Не любит. Не любит он этого, понимаешь? Чихать на его прощение. Ну не скажи, парень он боевой. Нам еще с тобой тут драки не хватало. Ладно. С кем драться-то? Ладно, брось, не заводись. Работать мы пойдем. Пойдем. Резаным, пожалуйста. Спасибо. Сухим листом. Теперь штрафной. Принимай. Собери. Извинись и собери. Но ведь же ты сбил человека. Не человека, а муху. Ого. Саня, кто этот таинственный незнакомец? Кто это вафля на ходулях, который еще раз подтверждает, что дураки бывают не только круглые, но и длинные? Кристаллов, баскетболист, да из 9-го. Я, кажется, сказал собери. Не то сгребу тебя вместе с огурцами в этот ящик. Вот ей-богу, не люблю я ссориться, но когда меня к этому унуждают, пойдем поговорим. С тобой, что ли? Ты, малышок, ты это серьезно? Очень серьезно, как никогда. Пойдем вон туда. Ну, смотри. Ребят, надо их растащить. Может, кого-нибудь позвать? Не лезь. Ребят, позови. Да отстань, ты даешь. Вас не поймешь. Зови, ребят, зови. Ой, смотрите. Вот это фокус. Привет. Вот, смотри. Как ты сказал, в стихах. Чего? Слушай, старый, это же не годится, это же Пушкин. Может, наколоться? Ну, послушай, ну, может быть, тогда у Есенина что-нибудь посмотреть? Еще хуже. Ну, мы же не проходим в школе. Еще хуже. Есенин – это ее любимый поэт. Ну, что же делать? Нужно что-нибудь свое. Свое. Ну, ты же знаешь, я не пишу стихи. Значит, ты меня не понял, старик. Нужны твои стихи. Да я не умею писать стихи. На, посмотри. А чьи это стихи? Мои, а что? Отдай их. Ну, это же нечестно. Почему нечестно? Слушай, ты же их не украл. Я ж тебе их сам дарю. Бери, пока даю. Нормалек. Алло. Петя, ты спишь, Петь? Сплю. Ты гений, ну что мне для тебя сделать? Дать мне поспать. Стихи хорошие, правда? Тебе нравится?
Обыкновенная. Это что? Ну, есть парочка строчек, ничего, но у него есть и получше. Да? Да. Ну ты пойми, это первые стихи мне, не вообще какие-нибудь стихи. Ну ты прекрасно пишешь, смешно, но ты ж дурака валяешь. А это настоящие стихи. Понятно. А рисунки? Тебе не нравятся рисунки? Ну, прям как Пушкин на полях писал. Годятся. На конфетной фазе. Ты что, позлить меня, да? Скажи, что позлить? Кристаллов универсам. А я хочу спать. Петь, ну давай поговорим еще немножечко. Давай. О чем? Я сижу в ванне, у меня вода течет. Я думаю, чего у тебя там шумит? Это я, чтобы родители, если проснутся, подумают, что у меня в трубе что-нибудь шумит. Ведь дома всегда что-нибудь шумит. Хитрая же ты, Машка. Петя, а расскажи про еще какие-нибудь стихи его, а? Горошкина, это же не анекдот, чтобы его рассказывать. Я думала, ты запомнил. Я и так слишком много запомнил. Ты не считаешь? Спокойной ночи. Хорошо. Еще, Да. А вот мы уже пришли. А я думал, вы с ней в одном подъезде живете. Да нет, мы в разных. Вот только балконы у нас рядом. Архитектура. Здрасте. Здрасте. Ты проходи. У нас ремонт, но ты внимания не обращай. Будь как дома. А ты с кем живешь? Я? С бабушкой и с мамой. Мама всю неделю в интернате работает. Мы ее только на субботу и воскресенье забираем, а бабушка в больнице, медсестрой. Считай, тоже никогда нет дома. Пойдем на балкон. Горошкина, ты дома? Чтобы в море дни и годы не бывало ни погоды. Горошкина, на выход, ты что делаешь? Чтоб весь год не знали драки ваши кошки и собаки. Сажаю лук и пеку оладьи. Слушай, Петя, звонил Ласточкин. Театр приезжает. Он билеты достал и меня пригласил. Ты представляешь, что будет твориться? Ну, это прекрасно. А ты знаешь, кто у нас в гостях? У нас в гостях прославленный олимпийский чемпион, рекордсмен, кавалер мяча и корзины, гордость нашего баскетбола Николай Кристаллов, Советский Союз. Петь, ну что ты вечно дурака валяешь? Ну, Коля же в конце концов новый человек, мало ли что он может подумать. А что он может подумать? Коля, вот что ты можешь подумать? Ну, я думаю... Давай. Что... Я ничего не Вот думаю. видишь, Горошкин, он ничего не думает. А ты, между прочим, могла бы задать ему кучу интересных вопросов. Например, сколько лет он занимается баскетболом? Как он относится к цифре 13? Какие его любимые пирожные? Как влияет красная смородина на его самочувствие перед игрой? Ты прекрасно знаешь, что я ничего не понимаю в баскетболе. Да? А мне казалось, что ты каждый день ходишь смотреть эту игру. Ну и что? Хожу, смотрю и ничего не понимаю. Бросает мяч туда-сюда, вот и все. Бросают мяч. Это чудовищно. Болельщики тоже бывают бездарные. Коля, скажи что-нибудь в защиту нашей любимой игры. Скажи. Понимаете, баскетбол – это столь прекрасная игра, столь самобытная, которая развивает ловкость, реакцию, а по дриблингу и взрывной стартовой скорости, может сравниться только лишь с хоккеем. Ты поняла что-нибудь, Горошкина? Да, во всяком случае, приятно, что вы такой разносторонний, как говорит Петя, универсам. Однажды по дорожке я шел к себе домой. Смотрю и вижу, кошки сидят ко мне спиной. Коля, а вам нравится Хармс? Коля, а вам нравится Хармс? Кто? Хармс? Да. Хармс – любимый Колин поэт Горошкина. Ой, правда, и я его очень люблю, он замечательный поэт. Но это не этично, Горошкина, в присутствии одного поэта хвалить другого. Это же элементарно. Прошу прощения. Ой, у меня там все сгорит. Слушай, а кто такой этот Хармс? Хармс. Это Хармс. Ну, кто такой Маршак, Чуковский, Радарин? Это поэт, Коля. Потом простишь. Коля, а вы давно пишете стихи, да? Да с самого детства. А ты что, не знакома с ранним периодом его творчества? Нет, я знакома только с поздним, но то, что я знаю, это действительно очень хорошо. Слушай, Петь, а может быть мы его уговорим нам что-нибудь почитать? Это мы, конечно, уговорим. Коль ты нам что-нибудь почитаешь,
Он нам почитает, если ты сначала принесешь нам оладий. Ой, ну конечно, с медом или с вареньем. И с медом, и с вареньем. Ты с ума сошел? А что? Ты с этими стихами, ну что делать? На, посмотри. Что это? Твои новые стихи. Вот. Ну берите же. Берите, они горячие. Спасибо. Ба, я за билетами пошел. Господи, ночью-то. Вы последний. А когда касса-то откроется? Говорят, в 9. Вот мне говорили, что в 12. Как обычно. А что они снова привезли? А новая у них фантазия порядка, история одной лошади. Интересно, как у них. Фантазии Фарят я в ЦДСА смотрел. Говорят, надо обязательно 3 мешка сорной пшеницы Тондрякова смотреть. Тань, возьми мышку. Спасибо, мне не холодно. Будет холодно. Не холодно, правда. А концертные программы? Бернс, Шукшин. А вы его в могиле видели? Нет, я его первый раз видела по телевизору, когда он еще Евгений Онегин читал. Это он здорово делает. В жизни так не смеялась. Особенно, когда он про весовщика читал, да? Нас ждет огонь смертельный, и все бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон. 10-й наш десантный батальон. У вас нет лишнего билета? У кого есть лишний билет? Нет, точно. У вас будет, да? Нет лишний билет. У вас нет билета? Одну минуту, можете подождать? Ты куда? Да я сейчас, я быстро, погодите. Только быстрее. Одну секунду всего. У вас нет лишнего билета? Нет. Почему ты стоишь здесь? А у вас нет? Да нет. Что же делать, Осталось 15 минут. Коля, иди сюда. Сэр,
Мисс Горошкина просила передать вам нижайшие извинения. Вам и вам по поводу испорченного вечера. Есть! 10 рублей. 10 рублей. 10 рублей, какая наглость! Шутит он. Вот у него есть, у него. Такие маленькие уже спекулянты. Что вы думаете, билетами торгуют? 10 рублей за билет? Я вас прошу разобраться. Сэр, я слышу, вам сегодня предстоит роскошный ужин. Вы же обещали сживать билет. Ребята, вот 10 рублей. Беги, ласточки! Мне 15, да. Вот судья! Да при чем тут я? Отпустите вы меня! Алло. Петь, ты куда ж делся? Мы тебя ждали, мы уж и не знали, что думать. В общем, я не мог. Завтра скажу. Как спектакль? Спектакль прекрасный. Жалко только, что Колины стихи не послушали. Он их оставил, я тебе их завтра отдам. Завтра, Петь, я не доживу. Живешь. Ну, хоть что-нибудь почитай. Ладно. Я хочу, чтобы время бежало, словно быстрые-быстрые лыжи. Проживу я тогда очень мало, но зато очень много увижу. Меня везут, как горные спирали, дороги жизни бесконечно ввысь. Я не хочу, чтобы люди повторяли: потише лезь, смотри, не оступись. Ты что, спишь, Горошкина? Нет, я думаю. О чем? Какая я счастлива. Хочешь, я тебе наши детские почитаю? Когда я вырасту, стану великаном, я всем разбитые коленки излечу. Это мои любимые, Петь. Я тебе сама их почитаю. Хочешь? Ну, только завтра. Ну, спокойной ночи. Спокойной ночи. Как погода? Ясно. Температура воздуха 20 градусов, температура воды 15 градусов. С днем рождения. Спасибо. Что ты мне желаешь? Исполнение всех желаний, какие у тебя есть. А если у меня их миллион? Значит, и весь миллион. О, вы сегодня прекрасно выглядите, сэр. Спасибо за комплимент, мэм. Слушай, Петь, я боюсь, нагрянет целая банда гостей, я одна и не знаю, что делать, ты мне поможешь? Что за вопрос, мэм? А как ты думаешь, Коля танцует? Коля прекрасно танцует. А мне что, в магазин идти, что ли? Подожди, я тебе сейчас список дам, ладно? Еще ведь и за смайлинг зайти надо. Что он в нее влюблен, я это давно знаю. Просто никому не говорил, только тебе. И все. Этого не может быть. Вот смотри. Он это на поясе носил. Всегда с собой. Да ты что, на него обижаешься, что ли? Брось. Жалко его. Пусть дурака валяет, шутит сколько ему угодно. Все равно жалко, потому что маленький. Вот и пойми, несчастный, его же всю жизнь били. Он и стал тренироваться. Ты думаешь, зачем? Чтобы не били, чтобы не обижали. Он шута из себя корчит тоже из-за этого. Он же умный, действительно. Он все про себя понимает. А Горошкина? Да, это смешно. Она ничего не подозревает. Она просто привыкла к нему, как к ночному горшку. Подлец. Какой же ты подлец. Я даже представить себе не мог, какой ты подонок. Отдай. Отдай, это нечестно! Войдите открыто. Здорово, старик. Я все знаю. Ласточкин дал. Я давно догадывался. Все эти выходки твои идиотские. Зачем ты затеял это? Для меня? Я не понимаю, чего ты старался. Глупо ведь. Ну нравится ты ей не можешь, это же ясно. Так уйди же в сторону, если у тебя есть самолюбие. А ты? А стихи твои? Подумаешь, без стихов можно обойтись. Надо пойти, все честно и сказать. Хорошо. Давай пойдем и скажем. А я при чем? Я тут ни при чем. Это твоя затея. Ты и скажешь. Так будет честно. Да ты поставил меня в идиотское положение. Хорошо, я пойду и
Скажу. Ну что ты скажешь? Опять что-нибудь свое? Я скажу. Прости меня, Горошкина. Это я придумал всю эту дурацкую затею со стихами. Я хотел, чтобы все сбылось, как ты хочешь. Я хотел как лучше. А вышло. Нечестно получилось. Ну к черту эти стихи. Будь они прокляты. Кому они не нужны? Даю слово, что больше никогда ничего, никаких стихов и никаких фокусов. Я ухожу в сторону. Забудьте про меня. Так? Так. Очень складно. Только я скажу это завтра, ладно? Ведь у нее сегодня такой день. Она его так ждала. Да, конечно. Завтра? Конечно, завтра. Совсем забыл. Завтра я уеду. А до осени пройдет еще 1000 лет. Все позабудется. Пойдем в магазин. Нам надо купить еще полкило сыра и 5 буханок хлеба. Поздравляем с днем рождения! Как Спартак себе выиграл? Пойдем поговорим. Бутерброд курочный будет, да? Да ничего, давай. Нет, этого тунеядца. Смотри, хоть это ты можешь сделать более-менее аккуратно? Не хочешь сам. Но я не мог, Кстати, об ОНИЭМ. Группа существует давно, а я ее знаю только где-то года 3, по-моему, с 75-го, вот так. Ты смотри, это 76-й год? Да. Отличная пластинка. Ты смотри, совсем не запиленная. Кстати, это Боб Фаррелл. Какой? Он был аранжировщиком, Это в центре? продюсером, ага. Из какой он И певцом. Ты смотри, ОНИЭМ. хит у нас самый есть. 78-й. Это последний, да? Ага. Кстати, отличная пластинка. Передай, что мы ее ждем. Что мы без нее не садимся. Жульетта Ашотовна, мы без вас не садимся. Мы вас все ждем. Умоляю вас, не нарушайте традицию. Скажи, что Ленка ее любимый салат сделала. Ленка ваш любимый салат сделала. Не может быть, а обязательно. Хорошо, Копейкин за вами приедет. Молодец! Ребят, Жульетта приедет. Утку в духовку поставьте. Это место для Джульетты, чтоб духу твоего здесь не было. Вот эти тебе нравятся? Это настоящий цвет само. Но я больше люблю зеленый. Зеленый – это цвет надежды. Это я хочу к себе в комнату. А вот эти вот, это, знаешь, очень похоже на старинный штоф. Серое. Серебряным, это я хочу в гостиную. Еще у меня есть чудные. Знаешь, вот они. Для галки, кораблики, морячки и собачки. Вот. Там еще были изумительные сиреневые обои. Сиреневый цвет ведь любил Байрон. Идеально для кухни, но дорого. Давайте я вам телевизор посмотрю, Жульетта Ашотовна. Чего у вас там? Да, сейчас. Это галочка что-то крутила там. Проходи, пожалуйста, вот телевизор. Тебя что-то удивляет? Книги. Книги. А вазочки? Ты где-нибудь видел столько вазочек? А почему? Потому что я учительница. Каждый праздник мне дарят по вазочке. Вот телевизор. Сейчас. Одну минуту. Привет, свояченица. Здравствуй, Коля.
Здравствуй. Спасибо. Можно найти? Коля, а у меня денег нету. А я Галочку пришел повидать. Просто пришел повидать дочку. А почему ты не на работе? Кто я на работе? Я на работе. В ночь. Вон машина внизу. Сейчас кататься поедем. Сейчас поедем кататься. Поедем, красотка, кататься. Галочку возьмем обязательно. Пьянь! Галочку я тебе не дам. Учуяла. Эх ты. Орут ГАИ. Да ладно, все нормально. Все нормально. Нормально все. Между прочим, ты знаешь, мне что юрист сказал вчера? Что? А юрист мне сказал, что дочку я могу у тебя в любой момент забрать. Почему? Да ладно, не бойся. Ну скажи, ну что мы с тобой собачимся всю дорогу, а? Ну что мы собачимся, что мы не люди, что мы по-человечески не можем? Ну не хочешь ты кататься? Угости чем-нибудь. У тебя хач какой-нибудь найдется? Да. Ну угости чем-нибудь. А ты знаешь, когда последний раз ел-то? Когда? Вчера. М. Да не бойся ты. Ну поем я и уйду, испарюсь, исчезну. Ну, господи, конечно, о чем ты говоришь? У меня пюре немножечко есть. Хлебушка дай, пожалуйста. Сейчас. Пюре, пюре, давай, давай. Да, ну конечно. Вот Пюре, давай. хлеб. Мгм. Так, порежь сам. А, хорошо, спасибо. Что же еще? Сейчас. Колбаски давай. Соленых огурчиков давай. Да, хорошо, сейчас. Ты маринованные будешь? Давай маринованные. Очень хорошо, давай. Слушай, давай сообразим. О чем? Поступай речью. А? Коля. Ну что? Ну ты же знаешь, что я никогда не держу, и потом извинить тебе хватит. Ну хорошо, а пятерочку найдешь? Пятерочку. Боюсь, что у меня нет пятерки. Джульетта Шутовна, а где у вас Да. отвертка? Петя, на машинке. Это муж моей покойной сестры. Познакомься, это Николай Николаевич Галочкин папа. А это мой ученик Петя. Сейчас. Петя, ты еще не уходишь? Ты не спеши, пожалуйста, я сейчас быстро. И пойдем вместе к Горошкиной. Я сейчас. Ну все, наелся? Ну хоть чаю-то налей. Сейчас выпьем чаю и поедем кататься. Галка, кататься поедешь? Она спит. Не желает. Ну ладно. Ну вот, 4 рубля. И вот еще 40 копеек нашла. Спасибо. А остальные все на обои ухнула. Я, коль летом, хочу ремонт сделать. Ремонт? Да. Балеск. Да я про этот ремонт уже 3-й год слышу. Ой. Да, ну ладно. Спасибо тебе. Накормила, Пожалуйста. напоила. Пожалуйста, ну заходи еще, Коль. Обязательно, спасибо. Слушай, пиши что-нибудь для души. Можешь, а? В каком смысле? Да ну на пианино, ну сыграй что-нибудь, ты же можешь, ты же умеешь. Давай, пойдем. Право, Коля. Ну пойдем, пойдем. Я же не знаю, что ты любишь, Коля. Ну что я люблю? Какая тебе разница, что я люблю? Давай немножко музыки, да? Музыки чуть-чуть, давай. Ты Шуберта любишь? Вопрос. И на сердце кажется светлей,
И тогда понять друг друга проще. Ты мне душу тронул, соловей. Давай. Мне не получится. Да получится, все получится. Такая песня. Маленький волшебник белой рощи. Там на тонких, давай, розовых ветвях. Сейчас. В зарослях черемухи душистой соловей российский славный потанбест запевает песню свою со свистом. Ой, уносится меня, из души уходит мрачная тревога. Впереди у жизни только даль, полная надежда людских дорогах. Ура! А вот еще, вот это ты знаешь точно, точняк, смотри. А листья желтые над городом кружатся с диким шорохом на ноги. Машина. Старый, ты что, ты с ума сошел? Зачем? Ты что? Зачем ты гудишь? Ты что, обалдел, что ли? Старый. Ты что, с ума сошел, что ли? Господи ты, боже мой! Что ты делаешь? Вылезай сюда, я тебе говорю! Ну что ж такое происходит здесь, а? Что это такое у вас тут? Что за хулиганы здесь у вас? Какие хулиганы? Да ваши хулиганы, с вашего двора, понимаешь? Милицию! Да ладно, милицию, при чем милиция? Что вы сами не можете, понимаете, справиться с вашими хулиганами? Милиция, общественность еще это называется. Развели тут во дворе у себя хулиганье. Слушай, как это поют? Славный птах? Неужели так и поют? Так и поют. Там вас ребята ждут, Джульетта Ашотовна. Мне еще за хлебом зайти надо. Спасибо. Что там с лифтом? Подумай. Ничего не могу понять. Ну, безобразие. 3 месяца назад ремонтировали, черт знает, Ну что, теперь на 4-й этаж тащить? Эй, вы там!